Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы будем делать коррекцию мне. Поскольку я еду в отпуск, а в данном моменте я сейчас в отпуске как раз таки и нахожусь, то длинные ноготочки я не хочу, я захотела себе чего-нибудь покороче. Я захотела активного отпуска, поэтому хочу все хватать руками, за все хвататься. Поэтому убрала себе длину для того, чтобы мне было комфортнее. Хотя, вполне скорее всего, что после отпуска я опять сяду и сделаю себе какие-нибудь безумно длиннючие ногти с каким-нибудь безумно красивым дизайном. Но, тем не менее, пока я от длины отдыхаю. Итак, дисковой фрезой мы быстренько убрали всю длину свободного края. Если бы я это пилила кукурузкой, то мне бы пришлось бы полдня спиливать эту длину. А так я быстренько отрезала, отломала все длинные кончики, которые мне не нужны. И у меня осталась ровно та длина, которую я хочу. Далее залипательнейший процесс снятия предыдущего материала. Поскольку пилю сама себе, поскольку пилить безумно неудобно, закрываю своей рукой себе вытяжку, то, конечно же, пыль летит на меня. Покажите мне того человека, который умеет пилить без пыли, и я пойду к нему учиться. Но на самом деле пыль это не страшно, я ее потом смахну щеточкой, но тем не менее махать щеткой каждые 2 минуты после каждого прохода фрезы это бессмысленно, это трата кучи времени. Поэтому ничего страшного, пускай эта пыль 10 минут полежит, мне от этого дурно не будет. Просто довольно часто мне пишут комментарии, как же вы так в пыли пилите? Вот как же так можно пилить без пыли, я не знаю. Поэтому, если у кого-то есть какие-то варианты, напишите мне в комментариях, я хоть узнаю, как же пилить без пыли-то можно. А теперь дорабатываем непосредственно пилочкой. Итак, с какими же проблемами мы сегодня будем бороться? У меня безумно клюнувший указательный палец. Я вам об этом уже не раз говорила. Кто постоянный зритель моего канала, тот знает, что каждый раз я с ним борюсь.
Поэтому здесь снимаю материал в стрессе, но при этом не трогаю материал на свободном крае, потому что свободный край мне придется еще поднимать и еще туда материал докладывать. Следующая проблема – средний пальчик. При работе с клиентами, когда я их опиливаю, я себе всегда вычухиваю вот эту вот нижнюю параллель на среднем пальце. Это у меня не вылетают куски, это они не выкалываются, это я их пилочкой вот так вот себе выгребаю. Далее, безымянный палец. Я напортачила в постановке форм и поставила здесь кривенько форму. Он у меня ушел в сторону. Поэтому мне теперь на коррекции его необходимо выровнять. Поэтому сразу же пилочкой я передвигаю кончик ноготочка в ту сторону, в которую мне необходимо его повернуть. С мизинцем и большим пальцем никаких проблем в данном случае у меня не было, поэтому оставляем здесь просто коррекция. Итак, далее что мы делаем? Как обычно, пробезажались фрезой, убрали птыриги, нанесли праймер, нанесли базовый гель моей прозрачечкой, поскольку мне она безумно нравится за ее адгезивные свойства, за то, что она безумно хорошо сцепляется с натуральным ногтем и совершенно не дает отслоек. А теперь гелем желе без подстановки формы докладываем именно тот кусочек, которого нам не хватало. Прям вот так вот на воздух берем и довешиваем, потому что дальше мы перекроем моделирующим слоем, закрепим сверху толщиной материала, изнутри потом арочку поправим фрезером, и у нас вот этот вот кусочек будет на месте. Саму же непосредственно выкладку материала я произвожу замесом. Что такое замес? Это смесь прозрачки средней вязкости и камуфляжа средней вязкости. Для получения вот такого безумно красивого молочного оттенка, он полупрозрачный, он не дает никаких полосок при отрастании у кутикулы, то есть не будет цветной полосы у кутикулы, будет отрастать, как будто вообще там материала и не было. Ну и, собственно говоря, полимеризоваться в любую толщину этот материал будет совершенно без проблем. Ссылочки на все представленные здесь материалы я вам, конечно же, оставлю в описании. Собственно говоря, это вся линейка моделирующих гелей, которая продается у меня в магазине. Итак, очень быстренько, причем я здесь совершенно ничего не ускоряла, убрала только момент просушки материала, потому что сушилась я долго, по одному пальчику, пока прихватила, пока просушила. В общем, долгий процесс сушки самой на себе. Но, тем не менее, выкладка материала совершенно не ускоренная. Вы видите, как материал выравнивается и как мы в одну буквально-таки капельку произвели коррекцию. То есть непосредственно сама выкладка материала на клиентах у меня занимает буквально-таки 20 минут на все 10 пальцев. Ну а теперь опил. Смотрите, девочки, то есть мы на предыдущих этапах исправили уже практически все ошибки, которые у нас были. У нас осталось только изнутри фрезой поправить внутреннюю арочку, ну и соответственно на безымянном пальчике, который нам нужно было повернуть, нам нужно еще и повернуть верхнюю арку, то есть спилить ее так, чтобы она находилась ровненько относительно оси пальчика. Поэтому опил здесь в принципе ничего нового. Кто не знаком со схемой опила формы миндаль, опять же, может обратиться ко мне на курсы повышения квалификации. У меня есть онлайн-курс по современному миндалю.
Ну а теперь непосредственно фрезой выпиливаем внутреннюю арку. Выпиливаем вместе с натуральными ногтями, они нам никоим образом не пригодятся. Далее, в следующем уроке завтра я вам покажу, как же я на себе рисовала дизайн и какой же конкретно пигмент я там использовала, потому что вопросов по этому поводу было очень много. И завтра же я вам покажу, как я делала эти цветочки, которые вам всем понравились. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь, всем до новых встреч, пока-пока. А кто не подписался на канал, тот, конечно же, пропустит завтрашний урок.